Всем привет! Меня зовут Ярослав, и это очень важное объявление. Матюши больше нет. Это случилось 3 недели назад, и на самом деле я до сих пор не могу в это поверить и принять это. И именно поэтому мне очень тяжело писать это видео, потому что это как будто принятие для себя, что это действительно случилось. На самом деле в Телеграме я давно уже об этом написал, и там все знают об этом. И я решил, что нужно записать еще это видео, чтобы рассказать об этом здесь. Как я уже сказал, случилось это 3 недели назад, то есть 23 числа, с 22 на 23. 21 октября, за день до этого, с ним было все прекрасно. Он бегал, прыгал, скакал. Все было хорошо, все как обычно, абсолютно. И 22 октября утром я просыпаюсь от воплей бусинки. Бусинка кричит, ну типа мяу, она так обычно не делает. Я встаю посмотреть, что там случилось, заодно посмотреть, где кот. Кота нигде нет, потом нахожу его под диваном. Он сидит, типа такой насупленный, обеспокоенный. Я думаю, ну сидит, нормально вроде. Что-то отвернулся, слышу грохот. Поворачиваюсь, кот в лотке. Он запрыгивает в этот лоток. И, как я уже понял потом, ему было очень больно. И от этого его тошнило, и поэтому он шел в лоток. Я к нему подошел и увидел, что у него лапы задние еле стоят. То есть они вот так вот дрожат. Сразу же я позвонил в ветклинику, в круглосуточную. Говорю, так и так. Они говорят, везите. Вызвал такси, поехали в ветклинику. В ветклинике поставили диагноз сразу же. Посадили его в кислородную камеру, ему стало чуть легче. Говорят, мы здесь ничего не можем сделать. Езжайте вот в госпиталь, ветгоспиталь университетский, при университете. Там типа все есть, вот они точно поставят диагноз, уточнят и лечить будут. Взял такси, поехали туда. Там подтвердили диагноз. Диагноз оказался аортальная тромбоэмболия. Ну, то есть, по факту, у него оторвался тромб и закупорил аорту. Вот так вот. И сказали, что шансы на выживание очень низкие, но они есть. В итоге, где-то в 9 утра мы были там. С 9, весь день. Его сразу продиагностировали, начали лечить. Сказали, что шансы реально очень низкие, но они есть. То есть постоянно заходил туда к нему, постоянно был рядом с ним. Ну, не постоянно был рядом с ним, сидел в холле, заходил, потому что он все это время был на интенсивной терапии. Я, честно говоря, нигде не видел в ветклиниках такие комнаты, где реально животные, там собаки в основном и кошки лежат под вот этими мониторами, которые пикают. Ну, знаете, как у людей в фильмах. Ему много раз делали там УЗИ, всякие прочие диагностические штуки. Как я уже потом прочитал по бумажке, ему сделали много обезболивающих, самых таких жестких. Ну, то есть он боли почти не чувствовал, потому что это, по идее, очень больно, и я рад, что боли он не чувствовал почти. Смысл болезни в том, что тромб, образовался в его организме тромб, оторвался, где-то в сердце он образовался, пошел вниз по артерии и закупорил аорту, которая, идет к лапам артерии. И поэтому к задним лапам, к задней части не поступала кровь. Соответственно, ноги у него отнялись. Через некоторое время у него ноги вообще, то есть он просто ползал. В общем, все это время он был на интенсивной терапии, все это время за ним следили. Я там был постоянно, почти до самого конца. Там закончился прием в 10 часов вечера. Мне сказали go to home. В общем, последний раз я к нему подошел где-то без 15:10 перед уходом. Потрогал его за лапку, он прям тяжело дышал, поднял так голову. Такой, возможно, даже меня уже не узнал, потому что он был под жесткими обезболивающими. Поднял голову такой и лег опять. Я такой, Матюша, и все. И поехал домой. В итоге в 12 часов, где-то 12:10 позвонили, говорят,
Типа, сердце is not beating anymore. Продолжать реанимацию? Я говорю, конечно, продолжайте реанимацию. Перезвонили еще через 20 минут, сказали, что все. В общем, насколько я почитал, при этой болезни особо шансов нет, но очень маленькие. То есть катастрофически маленькие. То есть особенно, когда это не тромб закупорил не одну там какую-то артерию в лапе или там в хвосте, не знаю, где угодно, а прям полностью заднюю часть. Это наследственная болезнь, которую практически нельзя было диагностировать. Часто образуются у кошек, у которых есть сердечная недостаточность, но у него не было сердечной недостаточности. Он 2 года назад проходил полное обследование, включая кардиолога. У него не было сердечной недостаточности. Плюс анализы, которые были сделаны кровью в этот день, показали, что все показатели в норме. Даже тромбоциты, из-за которых образуются тромбы, они тоже были в норме. То есть это вообще никак нельзя было предугадать. Короче, это страшная болезнь. И как сказала ветеринар, I hate this disease. Типа, это очень страшная болезнь, которая не вылечивается и появляется вот так вот. И убивает. Вот так. Матюша не стал за один день, а ему было 9 лет всего. И он был полностью здоров. Бусинка очень переживает. Ищет кота периодически где-то. Что может он быть? Он завалился за диван? Или периодически идет и заглядывает в его переноску. Вот так вот. Написал себе заметку, чтобы план, так скажем, не забыть. Второй момент. Если вы помните, опять-таки, кто подписан на Telegram, в сентябре я говорил, что у нас очень, так скажем, плотный график и много дел, потому что мы готовим, так скажем, одно дело, о котором мы расскажем к Новому году. Так вот, это дело, это была книга. Мы писали книгу. Более того, мы ее написали и сдали в издательство АСТ где-то за 1,5 недели до всего вот этого, что произошло. Это книга по Геншину, рецепты из Геншина от нас. От нас, Матюша, Бусинка там и все остальные, и Рамир, Лось. И когда все это произошло, у меня даже была мысль не выпускать эту книгу, потому что зачем? А потом я подумал, что это память. То есть там абсолютно никакого, то есть не денежный вопрос, потому что даже если продастся весь тираж, там будут, прям копейки. То есть это вообще никак, ни горячо, ни холодно. Но я хочу, чтобы эта книга вышла, и о Матвее осталась память вот такая, то есть физическая. Просто для меня важно именно сохранить память о Матюше. Все то время, пока мы делали эту книгу, Матюша был все время со мной. Он во многих рецептах в этой книге. И, я бы хотел, чтобы его помнили. Поэтому на днях издательство АСТ прислало мне ссылки на предзаказ этих книг в разных магазинах. Там что-то типа «Читай город», «Озон» и прочее, там, не знаю. Они есть в описании. Если вы хотите, можете заказать эту книгу. Выйти она должна перед Новым годом. И еще раз хочу заметить, что для меня это вообще не вопрос продаж. Еще раз повторяю, если то практически ничего не получу, для меня это просто память о Матюше. Еще один момент. Это все случилось в воскресенье, а в воскресенье обычно выходило видео, и, соответственно, видео уже было снято. На Boosty Patreon я всегда обычно заливал видео заранее. Поэтому это видео, последнее видео с Матюшей, было залито на Boosty Patreon и выложено там.
Сейчас оно полностью открыто, бесплатно для всех, без подписки и так далее. Поэтому, если вы хотите посмотреть это видео, там 3 рецепта из Фонтейна, из Геншина. Если вы хотите посмотреть это видео, можете пройти по ссылке в описании на Boosty или Patreon, как вам удобнее. Не надо подписываться там, не надо ничего платить, короче, вообще ничего. Оно просто открыто для всех, это видео, вы можете посмотреть его там. И последнее, по поводу каналов, я, честно говоря, пока не знаю, что. Ну, в общем, я не знаю пока. На самом деле, я до сих пор не могу поверить, что это правда. Вот куда бы я ни пошел, вы просто не... Для меня этот кот был вот реально как лучший друг, я не знаю, ребенок, что угодно. То есть мы 9 лет были вот рука об руку все время. То есть он спит со мной, он ест. Ну ладно, ест он без меня. Готовит я со мной, я что-то снимаю со мной. Мы блог-то начали когда Матюше было, я не помню в каком году, типа в 2020 году. То есть -3, ему было 6 лет. Мы до этого 6 лет жили так же, только там не снимали. Ну, периодически фотографии снимали, еще что-то. Я занимался там фотографией. И мы все время были вместе. То есть для меня это очень близкое существо. То есть вот реально как ребенок, как друг лучший, я не знаю. И все, что я не делаю, все напоминает о нем. Вот все. Ты садишься что-нибудь смонтировать, такой, о, Матюша вот здесь лежал. Ты садишься, я не знаю, что-то снять, о, Матюша это. Передвигаешь стул, ой, Матюша это. Ложишься спать, ой, Матюша сейчас бы начал греметь ключами, а потом бы я вот так вот закрыл дверь, чтобы он захотел зайти в эту комнату и перестал греметь ключами. Потом бы открыл дверь, он бы типа поломился в дверь, я бы открыл дверь, он такой побежал бы в свою лежанку, лег бы в нее, такой вот, как кот-таксист, вытянул лапку бы и лег спать. А сейчас его больше нет. Просто меня еще бесит то, что это настолько несправедливо. То есть, во-первых, ему было всего 9 лет. Во-вторых, это самый обласканный кот в этом мире. Он ел лучший корм. Он, я не знаю, его ни разу никто пальцем не трогал. Он делал все, что захочет. Он лазил куда захочет. Он был в полной безопасности. Я никогда не оставлял окно открытым, чтобы коты, как некоторые делают, когда коты выпадают из окна. Закрывал дверь и так далее. То есть он был в полной безопасности. Каждый год он проходил обследование. То есть все. И все показатели его медицинские в норме были. Просто сраная наследственная случайность. Некоторые с такой фигней, кстати, живут довольно долго. Хотя на самом деле я почитал комментарии под некоторым постом, где люди писали об этой болезни, сколько их кот, когда это произошло у их кота. И только один из 80 где-то комментариев, только один кот дожил до 16 лет, остальные все 3, 6, 5, 4, 3, все меньше. Возможно, Матвею еще и повезло, что он так много прожил. Зато его успело узнать и полюбить очень много людей. Так вот. Я не знаю, чем закончить это видео. Но спасибо, что были с нами все это время. Пока. Сейчас я вам покажу дрессированного кота. Каждый раз, когда он выходит откуда-либо, он ложится на бочок, где бы он ни был, чтобы его чесали. Матюша, что-то не лег на бочок. А, ну лег. Ну ладно, считается. Почесали. Еще почесали чуть-чуть, еще почесали. Кот повыпендривался. Все, он готов к активной жизни. Вопрос задает Андрей Стариченко, инженер-конструктор из города Санкт-Петербурга. Ничего себе, Стариченко.
очень интересно. Mate? Лови! 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 Это за здание! Папа! Но советую провести остаток вашей жизни без сожалений. Ну что ж, бывайте. Не волнуйся, я понимаю. I know, что нужно делать. Ты тоже не волнуйся. Я также понимаю, что нужно делать. Потому что вчера вечером я восстановил измененный код безопасности. Вот так. Я. Который вчера вечером уже восстановил я. Так что получается, что снова установлен его код. Завязывай, придурок! Что же делать? О, no! Ты куда прешь, скажи? Ты сам.